Пацаны, привет! Сегодня распакуем крутую материнскую плату. Рассмотрим подробно саму плату, а также ее возможности. Фирма известная, в представлении она не нуждается. В такой коробке поставляется материнская плата, достаточно качественная полиграфия с двух сторон. Сейчас я вам покажу транспортировочную коробку. Это транспортировочная коробка. Здесь указан вес, размеры. Так, лицевая сторона коробки. Все таким вот образом. Качественная полиграфия. Задняя сторона. Открываем. Аналогичная упаковка. Тоже качественная полиграфия. Задняя сторона. Два отсека. Так, здесь у нас рамка для материнской платы. Старый компорт. Отдельно вывод идет на видео. USB. Крепление. Так, это у нас мосты. Это для 3 видеокарт. А это для 4. Здесь у нас рамки крепления на процессоре. Программное обеспечение. Софт для удаленного включения вот этой вот материнской платы. Плата сама в комплект не входит. Краткое руководство и сама инструкция к материнской плате. Глянцевая. Так, здесь у нас лежит 2 вот таких разъема. Здесь так, это 10 шнуров для контроллера SATA. Так, здесь у нас все. Сама материнская плата. Сейчас я ее достану. Поролон. По контуру тоже присутствует поролон. Антистатический пакет разрезанный, то есть
не целый. Так, достаем. Вид материнской платы спереди, сзади. Два удерживающих крепления для процессоров. На вид пайка материнской платы очень качественно выполнена. Тут вопросов нету. Вот так вот выглядит материнская плата. Транспортировочные заглушки стоят на материнской плате. Материнская плата из себя представляет двойное исполнение процессоров на Intel Socket P, LG 3647. Исполнение квадратное для креплений. Память 12 разъемов под оперативную память. Суммарно сюда можно поставить 1536 гигабайт оперативной памяти. Память в эту материнскую плату вы можете использовать как RDIMM и также LRDIMM. В эту материнскую плату можно установить как процессоры первого поколения, так и процессоры второго поколения ALGA 3647. Про выбор процессоров и подбор оперативной памяти отдельное видео на канале. На материнской плате представлено 7 слотов PCI Express. Из них 4 слота, которые представлены на материнской плате, металлизированные, являются слотами полноценными для X16, остальные X8. Металлизированные, то есть укрепленные. Плата достаточно сама по себе тяжелая. Много представлено здесь на плате для коннекторов всевозможных разъемов. Кнопки на самой материнской плате представлены. Задние выводы по USB, интернету, аудио. Отдельно вывод идет на видео, можно поставить. 10 разъемов под SATA. Также здесь представлено 4 разъема под U2 и 1 разъем M2. Все вот эти вот разъемы новые, которые здесь представлены на материнской плате, работают по NVMe. Слот для microSD карты. Вот он. Питание дополнительное на материнской плате 6 пин идет. Основное питание материнской платы 24. И здесь рядом под процессор 8 пин. Охлаждение на 4 пина для процессоров. Рядом еще один процессор. Питание 8 пин. Снова охлаждение. Итак, по контуру материнской платы здесь представлено, по-моему, 5 охлаждений. Я вот быстренько насчитал. Система питания здесь представлена на 7 фаз, плюс охлаждение. То есть достаточно мощная материнская плата как для работы, а также для игр. Если вам это видео было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем пока.